Всем привет! Продолжаем совершенствовать шагающего песика. В прошлых видео была разработана и напечатана вот такая модель собачки с двумя ногами. Ходить она могла только по мягким или ворсистым поверхностям. По твердым поверхностям типа коврика для резки или линолеума лапы колеса проскальзывали. В результате экспериментов, проб и ошибок были сделаны улучшения, позволившие решить эту проблему. Если вас интересует только 3D модель или STL файлы, томить не буду, ссылки в описании под видео. Для тех же, кого интересует процесс разработки и сборки модели песика на 4 ногах, смотрите дальше. Приятного просмотра. Для начала посмотрим в корень. Основная проблема в том, что в первом приближении нога колеса представляет собой квадрат. Квадратные, как известно, крутятся хуже, чем круглые, поэтому в автомобилях не бывает квадратных колес. А вот восьмиугольник ближе к форме колеса. Но если сделать 8 лапок на новых колесах, то на ходьбу это не будет похоже вообще. Думал и решил поставить не по одному, а по два нога колеса на ось. Вот так они будут расположены, разнесены при помощи соединительной муфты. Одно будет повернуто относительно другого на 45 градусов. Если смотреть сбоку, то получится тот самый восьмиугольник. Прежде чем тратить пластик, давайте проверим идею. Суперклеем склеим два нога колеса с поворотом 45 градусов друг относительно друга. Через сутки все просохло, проверяем. Неплохо, лапки шагают по бумаге и по поверхности для резки. А вот теперь можно отправлять модель на печать. Печать заняла 10 часов. Для печати потребовалось почти 100 грамм пластика. Для сравнения, вес всей детали версии с двумя лапами около 60 грамм. И время печати 7,5 часов. Пока принтер печатает детали, давайте покажу модель более детально. Для того, чтобы влезло по два нога колеса на ось, пришлось увеличить ширину средней части. Монотонная раскраска не понравилась, поэтому спинка была разделена на 3 фрагмента, которые печатаются филаментом разного цвета. Пары ног колес соединены друг с другом. Предполагается, что усилие от одного нога колеса к другому будет передаваться при помощи вот такой муфты с двумя лапами. Лапы муфты имеют между собой отступ, как потом оказалось, это было излишне. Для настройки всего этого были добавлены параметры в закладку колеса. Все остальные настройки остались такими же, как и в предыдущих вариантах песика. Например, вот параметр тип скругления, который может принимать следующие значения. Сферическое скругление, скругление на конус, в инженерной практике оно называется фаска, и вариант без скругления. Рендерится все так быстро, потому что эти варианты были прокэшированы. В реальности сферическое скругление требует около часа на первую прорисовку, а скругление на конус раза в 2 меньше. А вот вариант без сглаживания вовсе прорисовывается почти мгновенно. Поэтому предлагаю сначала настроить все остальные параметры модели и только потом в самом конце применять сглаживание. Если же вам подходит точно такая же модель, как вот у меня, то ссылки на STL файлы будут в описании. Были напечатаны все детали. Давайте все это теперь соберем. Рассверливаем все отверстия под винты сверлом на 3 мм. Вот все готово. Собираем дальше. Запрессовываем гайки. Они должны плотно сюда входить. Помогаем себе винтиками. Теперь можно собирать. Для этого делаем из собаки бутерброд, как он и планировался. В переносном, конечно, значении. И свинчиваем все это в кучу. Для начала, например, глаз. Вот, побежал по отвертку и затягиваем. Да, сильно не затягиваем. Только наживляем, а потом затянем. И так по остальным местам. Например, крайняя точка хвост, серединка и здесь.
Все винты на своих местах, и теперь затягиваем их до конца. Лучше это делать в шахматном порядке, чтобы не было перекосов. Дальше переходим к колесам. Берем 4-мм ПТФ трубку, у нее наружный диаметр 4 мм, а внутренний 2 мм, и рассверливаем, потому что винты на 3 мм, соответственно, в 2 мм не влезет. Рассверливаем сверлом на 3. Отмеряем трубку нужной длины и отрезаем. Подравниваем. Ставим на место и завинчиваем винт. Полностью аналогично собираем задние ноги колеса. И проверяем. Значит, на бумаге если сильно не придавливает, то просто чудесно расчудесно. Вот. Смотрите, он не беспроблемно ходит. А вот по такой поверхности, ну, почти нет. Да, сейчас перепечатаю ножки. Сделаю их новые. Без этих люфтов. Вот здесь. И тогда попробуем еще раз. Заходим в параметры модели. Ставим расстояние между лапами 0. И печатаем новые ногоколеса. Напечатал ноги без зазоров. Давайте их поменяем. И вот поменены лапы. Значит, это новые, вот видите. Здесь вообще без пазов. Но столкнулся с тем, что все равно, если вот так подвигать лапами, то здесь получались люфты, и они вот эти лапы, сказать, муфты друг к другу не прилегали. Поэтому пришлось дополнительно стянуть стяжкой. А теперь давайте проверим. Конечно, не стопроцентный результат, но я бы сказал, процентов на 80 он есть. А вот если по бумажке, ну, здесь просто песня. Туда и сюда. То есть я доволен результатом, но это еще не стопроцентный результат. Вот предыдущая версия. И как бы вы ни водили, лапами он не перебирает. Можно гладить бумагу даже. В никакую. Теперь вот эта версия четырехлапой. Ну, сами видели, да? Просто большая разница. Вот. А теперь по этой поверхности. Скажем, 50 на 50. Как встретить динозавра буквально. То ходит, то не ходит. Я очень доволен результатом. Вот такой собачка получился. Сейчас еще укорочу вот эти винты. Отвинчиваем винт. Зажимаем его в тиски. Чтобы не повредить резьбу, используем прокладки из фанеры. Опиливаем напильником до нужной длины. Не забываем про технику безопасности. И завинчиваем винт обратно. И так повторяем для всех винтов. Собрался монтировать видео, да нашел одну проблему. Вот здесь, если вращать колесо, присмотритесь сюда, вращается винт. А что здесь произошло? А произошло следующее. Вот эти две лапы вот этой муфты съехали друг относительно друга и зажали вал. А вал зажал, вот смотрите, вот тут лучше видно. Вращается головка винта.
Ну вот, гайка отвинтилась. Значит, проблема в том, что периодически зажимает вот такая конструкция, и надо это переделать. Сейчас переделаю конструкцию колес. Ну, с одной стороны обидно, с другой стороны хорошо, что это в моей версии не сработало, а не ушло в продакшн, и уже там у людей вот такое несчастье случилось. Обижались бы на все на меня. Ну, так что сейчас переделаем. Напечатана новая конструкция ножек. Вот так вот они выглядят. Здесь вот пазы, а здесь выступы вставляются друг в друга. Надо довести до ума. Для этого воспользуемся дрелькой. Дрелька сегодня у нас ручная, потому что света сейчас нет. Сверлом на 4,8 рассверливаем отверстие. Для того, чтобы соединить две половинки, планировал воспользоваться эпоксидкой. Но оказалось, что они напечатаны так, что с трудом вот ходят сюда. Не до конца защелкивается даже. Вот. Здесь видите. Так что придется чуть еще послесарить. Для этого чуть почешу здесь напильником, аккуратненько, не сильно. Во, смотрите, как замечательно получилось. Оно защелкнулось, по сути, аж до основания. Подточил немножко напильником, и вот так вот оно засадилось. Более чем отлично. Теперь второй аналогично. Отлично, второй аналогично. Немножко подравниваем. Убираем всякие неровности. Теперь здесь. Так, ну и попробуем насадить. А теперь оно уже не снимается. Ладно. Попробуем подсобить тесочками. Потому что оно уже не снимется. То надо аккуратно, чтобы не помять эту конструкцию. Попробую рискнуть без бумажки. Ну, что-то получается. Ну все, идеально просто. Здесь просто идеально. Ничего не выступает, все отлично. И даже не помято. Здесь немножко масла, но это стирается. Ну и сейчас ловким движением руки заменим наши ноги. Колеса сняты. Осталось насадить новые. Вот все собрано. Вот такие ноги получились. Сейчас их будем проверять. Для того, чтобы 100% эти винты, которые в ногах не раскручивались, надо здесь капнуть акриловой краской, либо лаком, вот сюда-сюда. И тогда все будет отлично. 100% не будут они отвинчиваться. Вот так замечательно ходит песик на 4 ногах. Иногда нога колеса проскальзывает, но очень редко. Я бы сказал, что на 80-90% задача улучшения ног колес решена. Планирую и дальше развивать проект шагающего песика. Есть много идей. Если интересно, подписывайтесь на YouTube и Telegram, ссылка в описании. Если же хотите мотивировать автора на новые проекты и поддержать его, так сказать, звонкой монетой, заходите на Patreon. Всем спасибо за внимание, всем мира и будем живы до следующих выпусков. Пока-пока. Ну и бонус для тех, кто смотрит видео до самого конца. А это отправляется в коробку позора. Значит, здесь 12 штук. То есть получается, что это еще на 3 вот таких набора. Ну, это муки творчества, так сказать. От этого никогда не уйти. При прототипировании всегда оно так. Надеюсь, что у вас уйдет намного меньше. Или вообще не идет. Напечатайте один вариант, и все будет сразу работать. А вот теперь окончательное пока-пока.